Вы смотрите канал «Геоэнергетика Инфо». В студии я, Николай Сертаков, и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Борис Леонидович, российские удобрения уплывут из Европы на другие рынки. За ввоз российских удобрений придется заплатить пошлину 430 евро за тонну. Чем грозит Европе и найдут ли российские рынки удобрений другие места сбыта, и почему Европе не хватает своих собственных? Давайте разбираться. Это действительно очередное нововведение Евросоюза. Не вошло даже в пакет санкций, просто увеличили размеры пошлин. Наверное, у Трампа посмотрели, как это получается. 430 евро – это пошлина на комбинированные удобрения, на простые поменьше. Я не самый большой специалист в сельскохозяйственных удобрениях. Помню, что есть азотное, калийное, фосфатное. Вот сложная, то есть какая-то комбинация из этих трех, вот такой пошлиной облагается. Нацелено это, насколько я могу понять, на то, чтобы нанести урон российской экономике, в очередной раз разорвать ее в клочья или в клочья от тех клочьев, которые оставил Обама. Сложно сказать. Найдут ли наши удобрения другие рынки? Безусловно. Продовольственная программа стоит перед всей планетой. Развивающиеся страны, которые вынуждены закупать продовольствие у той же Европы, с удовольствием займутся развитием собственного сельского хозяйства. Я не буду говорить про калий, про фосфаты. Это точно не имеет отношения к энергетике. Если только внезапно Фосагро согласится с проектом разработки месторождения фосфатных удобрений в славном городе Алдане на юге Якутии, вот тогда это будет интересно, потому что это еще одна дополнительная нагрузка на российскую железную дорогу и, соответственно, очередная порция сложностей у наших угольщиков, у наших компаний, которые везут на Дальний Восток нефтепродукты, оставим пока это в стороне. То, что точно касается энергетики, это азотные удобрения. Начинается их производство с получения аммиака. Химическая формула аммиака NH3. Вот H3, водород, для производства отбирают у метана, у природного газа. У него формула CH4. Вот этот H отбираем, С отправляем куда подальше, а нехватающий азот просто берем из атмосферы. То есть минимум как-то сырья требуется. Требуется только уметь получать аммиак. Из аммиака дальше идет аммиачная вода, селитра, карбамид, и так далее, там целая цепочка. Вот это, собственно говоря, и есть та проблема, перед которой Европа стала после начала энергетического кризиса 2021 года. Не устаю напоминать, несмотря на то, что написано в нашем прекрасной стратегии, энергетической стратегии 2050, энергетический кризис в мире начался летом 2021 года, а не в 2023 году, как считают замечательные авторы энергостратегии. 2021 год, неудачное лето, достаточно холодная весна, до самого конца апреля прохладно, идет забор газа из подземных хранилищ в Европе. Май сразу становится жарким. И тот самый феномен, если температура слишком высока, наступает штиль. Ветроэнергетика не работает, стоимость газа вместо того, чтобы, как обычно, в межсезонье упасть, начинает лезть вверх. Европейская пресса настаивает на том, что кризис начался в 2022 году, но у меня тогда только один вопрос. Если кризис начался в 2022, 24 февраля, с похмелья после Дня Красной Армии и флота, почему в декабре 2021 года 1000 кубометров газа на европейской бирже TTF превышало $2000. Это был не кризис. Даже сейчас, когда вроде бы последствия кризиса начинают потихонечку сползать вниз, если мы смотрим докризисную стоимость в среднем в Европе, 1000 кубометров газа стоило около $150-160 за 1000 кубометров, сейчас устойчиво чуть выше 400, то есть подорожало в 2,5 раза. Вопрос, где брать водород? Брать его из метана. Метан подорожал в 2 с лишним раза. Какова будет стоимость азотных удобрений? Очевидно. В России кризисов не происходило. Стоимость газа на нашем внутреннем рынке регулируется государством. Значит, все наши компании, которые заняты производством группы азотных удобрений, работают на наших внутренних ценах. Они немножко отличаются от европейских. Раз так приблизительно $70 и $410, там посчитайте сами на досуге, в 7 раз, в 8 раз
Тем более, что 400 – это только в последнее время были моменты, когда и 500 стоило, и 600 и так далее. Конкурировать на равных с российскими производителями, какие бы там пошлины ни были, они, естественно, не нулевые и сейчас, но все равно не получается. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну вот сейчас ввели пошлины. Появится хоть какая-то рентабельность у заводов в Европе. Но по этим ценам кому они смогут продать вот эти удобрения? Желающих найти на внешних рынках, получать удобрения в несколько раз дороже, чем предлагает Россия, ну, можно, конечно, только ничего из этого не получится. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Значит, остается собственный сектор сельского хозяйства. Европейские фермеры получат азотное удобрение, в числе прочего, но и комбинированное, поскольку в состав комбинированных азотное тоже входит, я так понимаю, по той цене, когда придется в почву вносить не обычными механизмами, а чайной ложкой на гектар. Либо не отказываться от норм по внесению удобрений, но тогда получить стоимость растительной продукции значительно выше, чем сейчас. В этом случае за все заплатит конечный потребитель. Любители круассанов, в том числе и любители круассаны посыпать сахаром. Мне очень понравился такой совершенно неполитический комментарий. Ложечка нашлась, а салфетка пропала. И одновременно с этим, насколько можно судить по прессе, Европа отказывается от беспошлинного ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины. Пошлина выводится на место. Это тоже попытка оградить собственного производителя от зарубежных конкурентов, от любых. Российских, украинских. Я, правда, не видел полностью текст этого документа. Будут ли пошлины на калийные удобрения из Беларуси или не будут? Если не будут, тогда у меня есть подозрение, что производство калийных удобрений в Беларуси сразу после появления пошлины увеличится в 5 раз. И все будет исключительно белорусское. Это мы проходили. Чего хочет добиться Европа, мне сказать сложно. Какие перспективы у России в этом случае? С одной стороны, нужны новые рынки. С другой стороны, новые рынки особо искать и не надо. Напомню, что в прошлом году во время официального визита премьер-министра Индии господина Моди в Россию в составе делегации был и министр сельского хозяйства. Камеру не успели убрать, и он успел вслух проговорить проблему, которая стоит перед всей Индией. Кислотность почв неправильная по всей территории Индии. Нужно очень много азотных удобрений. Индия – страна настолько большая, что ее можно даже сравнить с Якутией по площади. Поэтому со сбытом особых проблем нет. Особенно с учетом того населения, которому правительству Индии надо обеспечить продовольственную безопасность. А с другой стороны, резко нарастить темп производства сельскохозяйственных удобрений всей группы – это риск того, что цены упадут. Так что многочисленные комментарии на тему, что надо как можно больше заводов прямо сегодня, а лучше вчера, не надо торопиться. Торопиться надо не спеша. Напомню, что по итогам 2024 года производство тех самых удобрений в России выросло на 8,8%. Более чем весомая прибавка. Это значит, что наши компании, которые заняты в этом секторе, чувствуют себя совершенно уверенно, несмотря на постоянно действующий на территории России тайфун с красивым женским именем Эльвира. Справляются. Так что я не думаю, что это вызовет какие-то огромные затруднения в России. Единственное, что в очередной раз придется что-то делать с логистикой. Да, РЖД завершила вторую очередь расширения восточного полигона, но перегрузка имеет место быть, несмотря на то, что вот сейчас провозная мощность выросла до 180 миллионов тонн в год. Не справляется темпы, которые требует промышленность России, с учетом разворота на юг и на восток, выше. Соответственно, нужно будет искать не только возможность ввести непосредственно в наши дальневосточные порты, но и, вероятнее всего, думать что-то о нашем южном маршруте. Я имею в виду через Черное море, Черноморские проливы. И вот в этом направлении в Африке тоже проблема с продовольствием огромная. Там тоже обо всем можно договориться.
Так что сказать, что безо всяких сложностей можно в 2 раза увеличить объем и накормить весь земной шар, нет, не получится, потому что надо решать вопросы внутренней логистики. На всякий случай напомню, что по-прежнему из всего объема морского экспорта на собственных судах Россия вывозит только 10% нашей продукции, все остальное на зафрахтованных судах. И нельзя исключать, что теневой флот, такая любимая игрушка европейцев, сейчас появится какой-нибудь серо-малиновый флот сухогрузов, которые везут удобрения. Что касается перспектив, был собственный проект у «Новатэка», назывался он Обский ГХК, газохимический комплекс. Есть возможность в порту федерального значения Сабетта заниматься строительством газоперерабатывающих заводов в направлении именно азотных удобрений у «Газпрома». Порт, повторяю, не просто, так я сказал, что федерального значения, строился он на бюджетные деньги. То, что им сейчас управляет и фактически владеет компания «Новатэк», говорит только о том, что больше пока никто не пришел. Ну и, разумеется, соответствующие специалисты из совсем другого министерства, которым лишний порт для того, чтобы свои катерочки, свои самолетики в дополнительном аэропорту разместить, они тоже там. Но с них денег много не получишь. Они и так все из бюджета получают. На самом деле, без шуток, порт Сабетта имеет и военно-оборонное значение по очевидным причинам. Там же на севере находятся действительно гигантские месторождения. Если проект Ямал-СПГ-2 на южно-тамбийском месторождении с извлекаемыми запасами 2,3 триллиона кубометров, то группа тамбийских месторождений, раньше у них много названий было, Северо-Тамбийское, Малое Тамбийское, Большое Тамбийское, пока геологи не огорчили «Газпром» тем, что так много месторождений там нет, там всего одно, а то, что вы думали, что они разные, это вы просто в разных углах на одном месторождении топтались. Вот там запасы оцениваются в 7,2 триллиона кубометров. И, соответственно, возможности производить не только СПГ, но и производить азотные удобрения, ну, на языке капитализма это называется диверсификация продукции. Можно, конечно, продолжать сражаться на рынке СПГ, но успехи у нас тут, надо честно признать, не самые выдающиеся. Несмотря на наличие собственных патентов на сжижение газа. Технологическая линия собственная ровно одна. Арктический каскад в составе Ямал-СПГ. Больше мы это пока не масштабируем. С танкерами и газовозами тоже у нас достаточно проблематично. А если говорить о производстве азотных удобрений, того же карбамида, вот с этим мы точно можем справиться, потому что карбамид – это мешки. В мешки насыпать мы умеем, грузить на контейнер, перебрасывать на суходруз мы тоже сумеем справиться. Если в одном порту будет 2 производства, немножечко разнонаправленных, по-моему, от этого никто не проиграет. Ну и на всякий случай напомню, что еще в октябре прошлого 2024 года Владимир Владимирович Путин в адрес «Газпрома» свои слова сказал. Он ждет от концерна программу десятилетнего развития. Пока в открытых источниках ничего по этому поводу не появлялось, будем надеяться, что рано или поздно мы это увидим или услышим. Направление, на мой взгляд, достаточно перспективное. Требуется только метан, требуются только производственные мощности, но это не те технологии, где мы на 100% зависим от западных технологий. Здесь и представители Китайской Народной Республики могут помочь, да, собственно говоря, и сами можем вспомнить, что мы когда-то это делать умели. Так что большое спасибо европейцам за то, что стимулируют дальнейшее развитие. Европейским фермерам физкульт привет, европейским потребителям, конечным потребителям продовольственной продукции всего самого наилучшего. Ну и на всякий случай просьба у меня ко всем, кто мне задает вопросы, перестаньте меня спрашивать, что там делается в Европе, а? Они решили поднять себе стоимость удобрения, значит, они решили поднять себе и стоимость сельхозпродукции. Ну, вот я за это не отвечаю, мне это не интересно. То пусть они занимаются сами собой, как хотят. Мне кажется, что нам интереснее, как на это будет реагировать наша промышленность, в том числе и руководство, потому что при такой смене логистики без государственной помощи, я сильно подозреваю, обойтись не удастся. Борис Леонидович, спасибо за развернутый ответ. На этом все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на нас во всех сетях, где мы присутствуем. Ну и самое главное, подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что прежде всего новости о нашем проекте появляются именно там. Всем всего доброго.
До свидания.